В этом выпуске альманаха Etymology мы с Йети, нашим экспертом по этимологии, последуем за светом свечи и рассмотрим группу из пары десятков родственных ей английских слов и выражений. Как этимологически связаны candle и incandescent lamp? Есть ли хоть что-то общее между candidate, кандидатом, и кандидозом, candidiasis? У последней пары есть общий корень candid, который как слово имеет собственные значения. Беспристрастный, candid observer, candid camera, а также откровенный, candid dialogue, let us be candid, и даже candid friend, излишне прямолинейный друг, о человеке с удовольствием говорящим неприятные вещи под видом друга. Все мы имеем таких приятелей, которые прежде чем сказать тебе какую-нибудь гадость, предупреждают. Ты, дружище, не обижайся, ты же знаешь, я человек прямой, всегда режу правду матку. И ты внутренне сжимаешься, понимая, что ничто не сможет остановить этого правдоруба. Зная candidness и беспристрастность и искренность наших candidates на современных выборах, гложет сомнение, что в древности претенденты на народную любовь продавали себя по-другому. Поэтому связь между candid и candidate как-то просматривается с трудом. Разве только candidates нередко попадают в объективы candid cameras, что редко способствует их карьере. Попробуем с другого конца. Может, родство прозрачнее между candid и candidiasis, кандидозом? Кандидоз – заболевание, вызываемое дрожжами Candida albicans, поражает кожные слизистые оболочки, ногти, желудочно-кишечный тракт. Но у большинства неспециалистов кандидоз ассоциируется с заболеваниями МПС. Да нет же, не Министерство путей сообщения, а мочеполовой системы. Его второе официальное название – молочница. Да нет же, не крупная тетя с бидонами, которая так выручает создателей рекламы. Тут мы, похоже, набрели на подсказку. Дело в том, что у candid есть третье, устаревшее значение – белый. И верно, латинское candidum – белый, чистый, честный. Теперь понятно, почему эти дрожжевые грибы названы candida. Они же белые. И молочница в белом халате. Но вопрос, нет ли связи между candid и candle? Для ответа Йети придется копнуть глубже в историю. Латинское candere значило как белеть, так и блестеть. Отсюда происходит современное английское candle. От латинского candelabrum современное candelabrum и chandelier – люстра, канделябр. Кроме того, Chandler или Chandler, он же Candler, просим прощения у поклонников Мэтью Перри, и Chandlery или Chandlery, там, где он хранит свой товар или торгует им. Правописание последних слов с головой выдает их французское происхождение. Есть еще самое свежее заимствование из современного французского – авиаторская свечка – chandelle. От того же латинского корня происходит candor – прямота, откровенность, with complete disarming candor, которая, очевидно, изначально ассоциировалась с сияющей белизной. Теперь понятно, как связаны со свечой incandescence и incandescent, отсюда incandescent lamp, incandescent light. Как видим, белое проходит красной нитью через все однокоренные слова. Осталось только ответить на вопрос, какое отношение имеет к candid, белому, candidate. Латинское candidatus означает убеленный, но только не сединами, а белой тогой, в которую облачались претенденты на различные должности. Выходит, один я умный, в белом пальто стою красивый. Это про кандидатов.